Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный, нежнейший, просто тающий во рту меренговый тортик. Прелесть его заключается еще и в том, что готовится он буквально за час и совсем-совсем несложно. А получается необыкновенно вкусным и выглядит довольно нестандартно. В начинке будет конфитюр из черной смородины, который отлично балансирует сладкую меренгу своей кислинкой. С него мы и начнем приготовление. Для начинки нам понадобится пюре черной смородины, сахар и кукурузный крахмал. Для получения пюре нужно просто пробить ягоды блендером и протереть их через сито до однородности, чтобы избавиться от семечек и шкурок. Ягоды можно использовать как свежие, так и замороженные. Итак, нам нужно все вместе соединить в сотейнике, хорошо перемешать и отправить на плиту. И при постоянном перемешивании нужно массу довести до кипения, и после кипения проварить буквально минуту-полторы. Масса начнет очень хорошо густеть. Вот так вот она загустеет. Насчет замены ягод, сюда подойдут также ягоды с выраженной кислотностью, например, малина или вишня. В этом случае тогда нужно будет уваривать немножечко дольше. В черной смородине содержится много пектина, и она уваривается быстрее. Горячее пюре сразу переливаем в посуду для остывания и накроем его пленкой в контакт. Чтобы быстрее остывало, можно убрать в холодильник, но нужно будет тогда поднимать пленку и периодически перемешивать, чтобы масса остывала равномернее. И пока начинка будет остывать, мы займемся меренговым коржом. Итак, нам понадобятся яичные белки, они должны быть тщательно отделены от желтков, иначе присутствие даже небольшого количества жира может помешать взбиванию. Это относится и к посуде, и к венчикам миксера, они также должны быть обезжиренными, чистыми и сухими. Белки начинаем взбивать на невысокой скорости миксера до появления легкой, так называемой пивной пены, с однородными пузырьками на поверхности. И затем, не прекращая взбивания, начинаем постепенно подсыпать сахар. Всыпаем его порциями, но не нужно делать слишком длинных промежутков. Сахар вводим довольно быстро. По итогу сахар должен полностью раствориться, поэтому лучше использовать мелкокристаллический сахар, чтобы ему растворяться было проще. Когда весь сахар будет добавлен, скорость миксера можно увеличить и продолжаем взбивать массу. Она будет постепенно увеличиваться в объеме, светлеть и становиться плотной. Давайте посмотрим на промежуточный этап взбивания. Масса уже значительно увеличилась в объеме и посветлела, но она остается еще довольно жидкой. А если поднять венчики, то меренга с них стекает. Продолжаем взбивать. При дальнейшем взбивании меренга стала еще объемнее, еще светлее. На поверхности за венчиком уже остается рисунок. А если поднять венчики, то меренга уже стекает густой лентой, оставляя на поверхности рельеф. На этом этапе добавляем лимонный сок и продолжаем взбивать. И взбиваем вот до такого состояния. Меренга стала очень объемной, белоснежной и плотной. Венчики уже оставляют четкий рисунок на поверхности, и они уже чувствуют сопротивление меренги, потому что она стала плотной. Если мы поднимем венчики, то меренга абсолютно на них будет держаться и сохранять свою форму. Или если набрать меренгу на лопатку, то при переворачивании она не меняет своего положения. Сахар при этом полностью растворился. Время взбивания будет зависеть от мощности вашего миксера, но это точно не меньше 10 минут. Когда меренга готова, просеиваем к ней кукурузный крахмал и на низкой скорости просто перемешиваем. Крахмал используйте именно кукурузный, он не даст крахмального привкуса. Когда крахмал вмешался, меренга наша готова и будем ее сразу выпекать. Я выпекаю на пергаменте, но использую всегда силиконизированный. С ним никогда не бывает проблем, то есть пергаментная бумага должна быть качественной. Также хорошо подойдут тефлоновые листы. Меренгу распределяем по поверхности равномерным слоем. Я выпекаю меренговый корж на температуре 150 градусов, режим вверх-вниз. И по времени у меня уходит примерно 25 минут. Меренга должна подняться, сверху образуется ломкая хрустящая корочка, а внутри остается нежное суфле. Для тортика корж можно запечь немножечко дольше, чем для рулета. Вот таким получается готовый корж. Его нужно сразу же снять с горячего противня.
Сверху нужно его накрыть вторым листом пергаментной бумаги или тефлоновым листом, быстро перевернуть его вверх дном. От дна нужно аккуратно отделить пергаментную бумагу, по краям она будет прилипшей, там можно аккуратно пройтись ножиком, а далее бумага очень легко снимается. Затем накрываем снова бумагой и переворачиваем опять вверх, чтобы корж остывал хрустящей корочкой вверх и она не намокала. И пока корж будет остывать, мы приготовим крем. Здесь будет очень вкусный крем с маскарпоне, и готовится он очень просто и быстро. Все продукты должны быть хорошо охлажденными. К холодному сыру маскарпоне мы добавляем холодные жирные сливки, к ним просеиваем сахарную пудру и добавляем немного охлажденного конфитюра из черной смородины, который мы приготовили. Он должен быть из холодильника. И теперь все вместе взбиваем миксером на средней скорости до объединения ингредиентов и однородного крема. Крем с маскарпоне легко перевзбить, и он может расслоиться. Поэтому как только все комочки маскарпоне разошлись и крем стал однородным, он готов. Больше не взбиваем. Крем получается стабильным. Конфитюр здесь даст потрясающий натуральный цвет и совсем легкую ягодную нотку. Крем готов, перекладываем его в кондитерский мешок. Перед сборкой тортика у остывшего коржа можно ножиком аккуратно подровнять края, но эти края очень липкие, и чтобы они не липли к ножу, можно резать слегка влажным ножом. И затем корж нужно разделить на 4 равных прямоугольника. Я ставила разметки по линейке. При сборке тортика коржи мы будем складывать хрустящей стороной вниз, поэтому я еще раз переворачиваю вверх дном коржики и отделяю от них бумагу. Вот так вот после остывания загустел наш черносмородиновый конфитюр. Также для удобства его перекладываем в кондитерский мешок и приступаем к сборке тортика. Как я уже говорила, при сборке тортика коржики мы будем класть вниз хрустящей стороной, так как обратная сторона она липкая, и чтобы торт впоследствии не прилип к подложке и не было проблем при нарезании тортика, мы будем поступать именно так. Далее по периметру коржа наносим крем из кондитерского мешка, а внутри просто заполняем и распределяем тонким равномерным слоем. Далее на слой крема хаотично наносим из кондитерского мешка конфитюр. И затем повторяем. В сборке торта я использовала 3 коржа, на них рассчитано количество крема и конфитюра. А 4-й последний корж я использовала для декора. Я его поломала на маленькие кусочки и выкладывала их сверху на конфитюр хрустящей корочкой наверх. И в итоге получился довольно симпатичный тортик, и хрустящая корочка, она сохранялась. Готовый тортик легко можно перенести на блюдо или подложку. Тортику нужно дать буквально минут 20 постоять в холодильнике, и все, он полностью готов. Тортик получается невероятно нежным. За счет сочетания сладкой меренги и кисленькой черной смородины вкус получается сбалансированным, а сливочный крем с маскарпоне отлично соединяет эти вкусы. Также тортик выглядит очень аппетитным. Ну и как вы сами увидели, готовится он быстро и несложно. Друзья, у меня на этом все. Вдохновляйтесь, пробуйте, готовьте. Я, как всегда, вас всех благодарю за внимание. Оставайтесь со мной на связи и до новых встреч!